В этом ролике полная подробная инструкция, как отработать проект Apex и получить дроп. Совсем недавно мы получили дроп от Arkham. Еще чуть раньше мы получили дроп от Hyperliquid. Для того, чтобы получить такие дропы, нужно выполнить определенные действия на биржах и сжечь немного комиссии. И сегодня мы отработаем проект Apex для того, чтобы получить классный дроп. Будет интересно и полезно. Поехали! Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo, меня зовут Сергей Гирбо, и сегодня мы будем отрабатывать проект Apex. Немного контекста. Apex — это DEX-биржа, здесь нужно торговать и крутить объемы, чтобы получить дроп, как это было в других подобных проектах. То, что токен уже есть, ничего страшного. Например, Arkham раздал дроп в своих токенах, то есть сначала начислялись поинты, которые он конвертировал в токены. И этот дроп был очень приятным. Получили люди где-то x5, x10 от сожженных комиссий. С Hyperliquid было немножко по-другому, там монеты не было, но люди прокрутили объемы и получили дроп в новой монетке. И эта монетка, кстати, потом очень хорошо еще вверх улетела. Что касается проекта Apex, то его сейчас не так уж много людей отрабатывает. Этим мы воспользуемся для того, чтобы заработать по максимуму. Инструкция из этого видео будет подробной и для мобильных устройств, и для компьютеров. И она будет актуальна до 13 июля. Не обязательно спешить с отработкой, но, конечно, лучше сделать это пораньше. Но если хотите отработать чуть позже, просто поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять это видео. И также подпишитесь обязательно на мой телеграм-канал. Там я более оперативно освещаю все о криптовалютах и также в итоге напишу, какой я получил дроп от Apex. Итак, давайте разбираться, какой здесь будет дроп. Здесь вот написано, это вот правило, как мы будем фармить XP и что мы за это получим. Значит, всего на дроп выделяется 25 миллионов токенов Apex. По текущей цене, текущая цена где-то 1,2, 1,3, это около 30 миллионов долларов. То есть будет роздано тем, кто крутит объем и получает XP. Данная акция, она проходит с 20 января по 13 июля. То есть 25 недель есть для того, чтобы нафармить эти поинты. Эти поинты фармятся довольно просто. Достаточно торговать на фьючах, либо на споте. Чем больше ты торгуешь, тем больше XP получаешь. Затем в конце всего этого действия эти XP будут конвертированы в токены Apex, которые нужно будет заклеймить в сети Arbitrum. Apex вообще находится на сети Arbitrum, поэтому подготовьте эфир в сети Arbitrum для того, чтобы склеймить, ну или просто взаимодействовать с Apex. Каждую неделю результаты публикуются в таблицу, то есть вы неделю торгуете, что-то прокрутили, потом вы заходите в XP и смотрите, сколько вам XP начислили. Довольно простые правила, думаю, тут все понятно. Здесь еще был дроп после первой недели, когда именно в Apex дали, но это мы уже пропускаем, сейчас мы только фармим XP. То есть мы фармим поинты, которые затем конвертнутся в токены. Теперь давайте начнем это отрабатывать и фармить XP. Как это сделать? Итак, первое, вам нужно зарегистрироваться. Для того, чтобы зарегистрироваться, переходите по моей ссылке, по QR-коду на экране, либо ссылке в закрепе, если вы это делаете с компьютера. С компьютера вы здесь увидите, что вот мой промокод здесь применился, вам будет скидка 5%. Она пригодится, потому что все равно вы будете сжигать на комиссиях, чтобы получить дроп. Для того, чтобы зарегистрироваться, вам потребуется кошелек. Я буду везде в примерах показывать Trust Wallet, потому что он самый популярный. Он есть и на мобильных устройствах, отлично работает, и на компьютерах в Chrome как расширение. Но можно использовать, в принципе, любой другой, например, популярный MetaMask. Для того, чтобы подключиться и создать аккаунт, выбираем, я вот выбираю Trust, подключаюсь, идет подключение. Нужно подписать, то есть верификацию сделать. Также подключаемся и подтверждаем. Запрос подписи. Все, мы подключаемся к платформе. Создаем аккаунт. Создаем, подписываем, соглашаемся, подтверждаем. Все. Здесь также рекомендую, вот можно сминтить SBT, это как NFT такая. Можно выбрать себе аватарку,
как вы себя представляете. Придумать себе ID, ну это как никнейм. Вот. Я напишу какой-нибудь CryptoPump, например, сделаю. Посмотрим, есть ли такой. Все. В принципе, мы сейчас подключились, и у нас уже есть доступ к платформе. Теперь такую же регистрацию мы проделаем и на мобильном устройстве. Покажу, как это делается. Переходите по ссылке, открывается у вас либо Google Play, либо открывается Apple Store и открывается приложение Apex. Его нужно установить и открыть. После того, как вы установили, открыли, вам нужно создать аккаунт, то есть подключиться. Наверху вот кнопка «Подключиться». Подключается кошелек. Я выбираю также Trust Wallet. Подключаюсь. Подписываю транзакцию. Также подписываю подпись. Так, входим. Также вот все подключаем. Проверка совместимости. Создаем учетную запись. Здесь мы должны также получить еще поинты дополнительные. Входим. Идет проверка подписи. Все успешно. И создаем SBT. Пусть будет такой адрес. Ну, мы сделаем, например, CryptoKit. Так. Чтобы потом стать китами. Так вот делаем. Ну, здесь, собственно, можно выиграть еще Lamborghini, но это не тема этого ролика, поэтому главное, мы сейчас зарегистрировались, и уже можно будет работать с платформой. Следующее, что нам нужно сделать, это сделать депозит. Для того, чтобы сделать депозит, мы переходим в дашборд, нажимаем кнопку «Депозит» и выбираем, откуда мы хотим пополнить. Есть популярные все сети. Можно использовать для низких комиссий, например, BNB, либо Arbitrum One, либо BaseChain. На эфире, кстати, комиссии тоже стали низкими. Ну, используем сеть Arbitrum. На нее вот переключусь. И вот для примера пополним на $50. Для этого нужно подтвердить, что вы можете отправлять. И дальше нажимаем Confirm Deposit и отправляем, подписываем $50. Все. Депозит сделан. Все, теперь ждем, когда транзакция будет подтверждена и деньги появятся на балансе. Теперь пополним депозит на мобильном устройстве. Открываем главную, здесь переходим на вкладку «Активы» и нажимаем кнопку «Депозит». Выбираем также сеть, я также выберу Arbitrum One, USDT, выбираю $50, нажимаю «Подтвердить депозит». Также в кошельке мы подтверждаем транзакцию, идет подключение. Ну и все, собственно, ждем, когда транзакция подтвердится. Еще раз подтверждаем. Готово. Все. Как только транзакция подтвердится в сети, у вас на балансе в разделе финансирования появятся эти деньги. Далее сразу давайте переведем все деньги, которые есть, от счета финансирования на бессрочный. То есть нам нужно торговать на фьючерсах будет сейчас, чтобы сделать объемы. Для этого мы переводим. Вот в обзоре мы смотрим, что у нас вот есть деньги сейчас. Вот как раз это еще один депозит пришел как раз. И вот мы все переведем. Переводим. Все. У нас теперь на балансе фьючерсной торговли есть деньги для того, чтобы приступить к торговле и крутить XP. Итак, как же мы будем крутить объемы? После того, как мы выбрали нужную пару, мы выбираем маржу, кросс-маржа и ставим, я ставлю 2х. Потому что так меньше рисков. Можно ставить вообще 1х. То есть этого в принципе достаточно. Смотрим на график. У нас сейчас биткоин в принципе в боковике торгуется. И ставим, какое количество позиций мы берем сейчас. По какой цене.
Можно вставить лимитный ордер, либо можно взять по рынку. В принципе, для того, чтобы крутить объемы, можно и по рынку брать. Если у вас не такая большая позиция, она на стакан никак влиять не будет. Соответственно, вы можете создать ордер, потом также его быстро закрыть через некоторое время. Ну и у вас спишется немного комиссия, и еще может быть какой-то мини-профит или мини-убыток от самой этой позиции. Возьмем здесь, я сделаю USDT, здесь можно выбрать либо позиция в BTC, либо в USDT. Я выбираю, так как у нас здесь вот важно, если у нас 2х, то позицию я возьму на $1000 для того, чтобы было задействовано $500. Ну, то есть где-то 430 USDT. Ну, вот он пишет нам примеры, то есть как это может быть. Ну, вот давайте вот так. И здесь мы смотрим, что сейчас он пошел немного вверх, наверняка может он откатиться чуть-чуть. Ну, это в моменте, так сказать, в секундной торговле. Вот. Я ставлю, видно, что цена ликвидации здесь очень высокая, то есть такого сквиза, ну, вряд ли случится, что сейчас биткоин на 200 улетит. Поэтому можно, в принципе, нажать кнопку Sell. Все, он подтверждаете, что плечо 2, нажимаем Confirm. Все. По рынку у нас открылась позиция Short 2X. Вот она здесь. Мы ее видим. И у нас уже задействован определенный объем. То есть у нас задействовался объем, сколько здесь, $859 в этой сделке. Дальше что мы делаем? Дальше нам нужно закрыть эту сделку. Для того, чтобы закрыть эту сделку, мы можем также лимитку поставить. Например, если мы хотим немного в профит закрыть и перекрыть комиссию. Но это если вы уже более опытный трейдер, вы уже знаете вообще в принципе как торговать, тогда вам это может пригодиться. Вы можете здесь просто торговать биткоином, например, а попутно потом получить дроп. Но для тех, кто просто крутит объемы, неважно там в моменте какая цена, просто мы считаем, что мы сжигаем комиссию для того, чтобы получить дроп. Тут можно закрываться по рынку, вот мы видим, тут немножко небольшой профит показывает. В принципе, можно закрыть по маркету. Выбираем 100% и нажимаем Confirm. Все. Наша позиция закрылась. Смотрим, сейчас давайте посмотрим в историю. Вот у нас последняя сделка как раз. Можно нажать на детали. Вот у нас составила комиссия по этой сделке 40 центов. И по предыдущей тоже 40 центов, наверное. Смотрим. Ну здесь вот тоже была комиссия, но здесь он в 2 захода выполнил ордер. И тоже суммарно где-то 0,4. То есть 40 центов комиссия составила. То есть мы сожгли комиссию 40 центов. По прибыли, профит тут мы, наверное, ничего не заработали. Мы, грубо говоря, в ноль как купили, так и продали. Потратили только на комиссии. И после того, как мы потратили, мы вот считаем, что мы потратили 80 центов за этот трейд. И вообще, вот, чтобы потом рассчитать, какой профит от дропа у вас получился, вы повторяете это действие много раз. То есть зависит от того, какой вы там депозит сделали. Если сделали небольшой депозит, например, $100, то крутите $50, покупаете, продаете, и все. И так потихоньку у вас там будут какие-то центы сжигаться на комиссиях. И вы эту сумму конкретную потом запомните, сколько вы сожгли. Например, вы закинули $200 и прокрутили, и у вас на балансе осталось $180. Вы, значит, видите, что $20 вы сожгли комиссии. И когда вы ждете дроп, к примеру, вы получаете дроп $200 в токенах Apex. Значит, вы сделали x10 к вложениям. Вот так это считается. Теперь давайте то же самое сделаем с мобильного устройства. Все равно мы будем крутить объемы, и кому-то удобнее работать с мобильного, а не с компьютера. Компьютер не всегда под рукой, а покрутить объемы можно между делом. То есть, когда вы куда-нибудь едете в дороге, вместо как игры какой-то, можно просто взять и покрутить объемы. Здесь мы переходим на вкладку «Перпетуальная», она здесь называется. Выбираем также кросс, маржа, 2х я ставлю, и график BTC USD. Можно вот раскрыть график, посмотреть, что сейчас происходит. Был микролокальный памп. Ставим, значит, попробую поставить шорт. Также стоимость ставлю 1000, это стоимость объема, то есть он примерно сделает. И по рынку я его открою.
Здесь внимательно главное следить, что цена ликвидации была нереально далеко, чтобы вас там не ликвидировало в моменте. Все, мы смотрим, что позиция открылась, и вот здесь как вот это выглядит. То есть у нас рыночная цена, цена входа, и вот оно уже как раз-таки пошло в плюс даже, да, то есть мы вот зашортили, пошел в плюс. И здесь также нужно и закрыть эту позицию. То есть мы нажимаем «Закрыть» 100%, убыток будет 28 центов. Ну да, окей, 22. Все, мы закрыли позицию. Теперь можно в историю ордеров зайти. Здесь у нас история ордеров. И вот у нас как раз-таки эти ордера последние, которые мы выполняли. И здесь детали. Также видим, что комиссия, но вот это на моем объеме, то есть это где-то, когда объем задействуется около $900, то здесь комиссия 0,45, то есть 45 центов. И вот это вот я буду считать, что я это сжег ради дропа. Это как своеобразный донат в пользу дропа. Вот так вот просто делать эти торги. Здесь, так как участников не так много, можно это проворачивать и набить приличный объем. Думаю, достаточно будет сделать объем для хорошего дропа от $100 000. Это не так уж сложно. Нужно, в зависимости от того, сколько у вас тут денег на баланс вы закинете, сколько вы прокрутите, это не так уж много времени займет. Возвращаемся на компьютер. Здесь на компьютере мы смотрим, что у нас те же ордера появились, которые были на мобильном устройстве. Все просто и понятно. Также можно вот крутить. То есть сейчас вот биткоин упал. Давайте еще раз крутанем для уверенности. Ставим 1000 USDT. Long. Confirm. Вот, смотрим, у нас позиция открылась. Но она у нас чуть-чуть в плюсе. Мы сразу ее и закроем. Все. Надеюсь, это очень просто и понятно вам было все это сделать. Здесь легко довольно разобраться. Если что, вы просто открываете это видео и смотрите, на какие я кнопки здесь нажимал. Теперь перейдем к выводу средств. Также продемонстрирую, как он здесь работает. Здесь мы нажимаем кнопку сначала «Трансфер». И нам нужно перевести с фьючерсного аккаунта на фандинг аккаунт. Вот. К примеру, выберем $100. Подтверждаем. Все, перевод сделан. Дальше мы нажимаем, здесь мы видим, что на фандинг перепало $100. Нажимаем «Вывести». Здесь есть два варианта вывода. Нормальный и быстрый. Нормальный, вы не платите комиссии, вам нужно будет только заплатить за клейм. То есть вам нужна будет комиссия, чтобы забрать эти монетки. Если вы хотите быстро, то есть вам прям сразу придут деньги, то у вас, соответственно, будет комиссия. Комиссия здесь вот $2. То есть, это может быть серьезно, если у вас не такой уж большой депозит. Можно выбрать нормальный вывод. Здесь нажимаем Max и подтверждаем. Нормальный вывод, он просто идет дольше. То есть это до 12 часов у вас может быть обрабатываться этот вывод. И в течение вот этого времени, либо после 12 часов, вам нужно обязательно зайти и нажать кнопку клейма. То есть у вас деньги не сразу придут на аккаунт, а у вас просто появится возможность клейма этих $100, вот, которые я вывел. Теперь давайте также сделаем и на мобильном устройстве. Также покажу, как здесь работает вывод. Также мы с бессрочного перевод нажимаем. Переводим с бессрочного на финансирование. Выведем, к примеру, здесь $50. Все, мы перевели. Теперь мы нажимаем обзор, финансирование. Проваливаемся внутрь и нажимаем вывод. И здесь также выбираем, куда вывести. Я выбираю сеть Arbitrum One, USDT. Выбираем максимум, это как раз максимум с фандинга. И здесь нажимаем. Вот здесь мы видим как раз, что ваши средства будут готовы, то есть до 12 часов это может время быть, может чуть раньше быть. Нажимаем. Операция не может быть отменена. Подтверждаем вывод $50. Окей. Все, мы подтвердили. Здесь вот также есть история. Можно посмотреть. Успешные вводы, выводы. И вот как раз выводы есть в ожидании, которые заказывали.
Чуть позже здесь же появится кнопка клейма, то есть по прошествии примерно 12 часов, может чуть раньше, появится кнопка клейм, вы на нее нажмете, заплатите комиссию за получение, то есть это как обычная транзакция будет, и не будете платить комиссию $2. Но если кому-то нужны срочно деньги, прям нужно прям срочно вывести, то можете мгновенно вывести, комиссия будет $2. Ну а что касается самого токена Apex, сейчас он стоит $22. Я жду, что на бычьем рынке он будет $10-20. У меня уже были про это ролики, обзоры, не буду к этому возвращаться. Кому интересно, посмотрите. И на дроп выделено 25 миллионов Apex. Участников не так много. Спокойно заходим, крутим объемы. Это можно сделать сейчас, можно на следующей неделе. У нас есть время до июля. То есть до 13 июля в любой момент времени мы будем крутить. Дальше, после того, как мы это открутили, здесь нужно перейти, можно перейти вот на вкладку XP как раз. И здесь будет отображаться история и ваш объем. Я только что на этом аккаунте прокрутил небольшой объем, и он отобразится у меня на следующей неделе, я здесь увижу XP. Обязательно в телеграм-канале покажу, что мне насыпали за эту неделю. Я еще покручу объемы и покажу вам. В телеграм-канале обязательно будет информация о том, сколько же там накрутилось XP, за какой объем. Так что обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал и следите за обновлениями. Итак, я вам продемонстрировал, как можно от и до отработать Apex. То есть мы сначала регистрируемся, потом мы вносим депозит, крутим объемы, крутим, вертим. Это можно делать долго, это можно делать до 13 июля. Дальше также показал, что можно также спокойно это все вывести. KIC пока биржа это не требует, так что просто подключаем кошелек, закидываем деньги, прокручиваем объем и потом радуемся дропу. Здесь в примере я крутил только на фьючах, потому что там довольно низкая комиссия. Можно также делать еще объемы на споте, но на споте там будет комиссия сети. То есть в какой сети там токен торгуется, там вы будете также тратить комиссию на свопы. Можно там подобрать, конечно, какие-то токены тоже, но это нужно углубляться, и это уже требует более детального изучения. Проще будет вот так вот на фьючах с плечом 1х либо 2х. Я показал в примере с плечом 2х. То есть внимательно просто следите, чтобы там цена ликвидации была где-то на невиданных значениях, чтобы можно было спокойно позицию открыть и закрыть. Делитесь этим роликом с друзьями, ставьте лайки, пишите в комментарии, что вам было непонятно и вообще понравился ли вам такой гайд. Ну а я вам желаю всем профита и до новых встреч!